Всем привет, здравствуйте. Рад всех видеть, рад всех приветствовать. Так, ну что, надеюсь, эфир запустился. Так, сегодня у нас очередная лекция по глубокому погружению в старшие арканы карт Таро. Сегодня мы с вами поговорим о справедливости, есть ли она вообще в этом мире, и чем отличается справедливость от правосудия, по крайней мере, с нашей такой человеческой точки зрения. Может быть, в чем-то обывательской, но, тем не менее, каждый понимает это в меру своего видения, да, своей точки мировоззрения. Хорошо. Рад всех приветствовать, всех тех, кто смотрит меня в прямом эфире. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, 2% мужчин. Да, по статистике YouTube у меня на канале всего 2% мужчин. Но, тем не менее, иногда их в чате видно, иногда они заявляют о себе. Очень рад всем, рад всех приветствовать. Ну и, соответственно, рад всем тем, кто смотрит эту лекцию, открытую лекцию в записи. Вот. И для зрителей прямых эфиров, и для зрителей видео у меня очень простая просьба. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам нравится эта лекция. Ну и прокомментируйте что-нибудь. В любом случае, нравится вам или нет, озвучьте свое видение, свое мнение. Может быть, я у вас чему-то научусь. И подскажите, было ли вам это полезно, продолжать ли мне дальше такие лекции. Либо, может быть, на самом деле это мало кому надо. Хорошо. Ну что, о чем сегодня будем говорить? Как я уже сказал, старший аркан справедливость или правосудие. На прошлой лекции мы с вами рассматривали его философское значение. Так, забыл включить у нас. Секундочку. Сейчас есть. Все должно быть, да? Сейчас найдем. Так. Угу. И, собственно, вот оно. Да, есть. Хорошо. Переключаемся. И теперь мы с вами начинаем нашу лекцию. Да? Есть? Нет? Есть. Хорошо. Наконец. Ну, маленькие технические проблемы вполне возможны. Я это списываю, как принято сейчас, большинством на ретроградный Меркурий. Он у нас в самом деле в полную силу сейчас развернут. Да? 26, по-моему, числа, либо 23 июня он закончится. Я уж не помню, честно говоря. Вот. Когда именно, особо я не слежу за астрологическими событиями, но тем не менее, то, что в эфире я озвучиваю, напоминаю, к примеру, сегодня у нас как раз затмение солнечное, да, и окончание коридора затмений. В общем, такая глобальная тема по астрологии, но в это я не лезу особо. Эта тема для астрологов. Вот они, наверное, лучше, чем я, объяснят это. Тем не менее, очевидное такое заметное, ощутимое, легкое помутнение разума может наблюдаться, может быть. Я у себя это ощущаю. Очень часто я забываю какие-то очень простые вещи. Вот как сегодня забыл включить презентацию, просто потому что не проверил все 10 раз, как положено делать на ретроградном Меркурии. Ну, вот моя ошибка. Это мне напоминание. Теперь я до 26 числа буду все четко проверять. Хорошо. Хорошо, если это заметно в мелочах. Плохо, если в каких-то сложных делах, серьезных. Здравствуйте, добрый вечер всем. Ваши лекции самые лучшие. Я тоже так считаю, но, наверное, есть специалисты и получше меня, поэтому, скажем так, мне мои лекции тоже нравятся, вот, но, тем не менее, вряд ли они, конечно, самые лучшие, ну, скажем так, неплохие. Спасибо. Спасибо в любом случае за похвалу. Что думаете о Таро Безумной Луны? Ничего не думаю, не знаком с этим Таро. Вот, может быть, интересное, но смущает слово «безумное». Луна сама по себе, ощущение такое, не слишком близкое к осознанию и разуму, да, скорее это подсознание. Вот. Безумное, ну, жутковато звучит, мало ли что там.
Ну, сколько людей, столько мнений, каждому нравится свое Таро, я так думаю. Может быть, я когда-нибудь дорасту до того, чтобы создать свою колоду Таро, да, найду какого-нибудь талантливого художника, который выразит в полной мере мое видение Таро, но я думаю, что до этого еще далеко. Чтобы делать свою колоду, нужно быть очень хорошим специалистом, вот, потому как плохого Таро у нас сейчас навалом, да, все, кому не лень, создают эти самые колоды, да, стоит человеку год-два поболтаться в теме Таро, как он уже считает, что он все понял, и бросается, сломя голову, создавать свою колоду Таро. Ну, чаще всего это просто хорошо, если это что-то красивое, да, и высокохудожественное. Тогда эта колода может пойти для коллекции. Но работать, скорее всего, такой колодой будет не очень удобно. Вот. В любом случае, я не чувствую пока себя в силе создавать какую-то свою колоду. Зачем, если есть хороший велосипед, да, Таро Уэйта, зачем придумывать другой велосипед? У Уэйта все есть. Зачем создавать дубликат, если... Ну, разве что красивый, да, что-нибудь такое интересное. Та же символика, да, только, может быть, чуть-чуть в другом визуальном стиле. Ну, я с такой колодой уже работаю, да, это Golden Art Nouveau Таро. Вот где-то там она у меня есть. Очень красивая колода. Всегда и всем ее рекомендую. Так, она так с золотом, золотым тиснением. Это не цыганщина, да. Не подумайте ничего плохого. Я не поклонник золота, но это скорее дань традиции. Дело в том, что самая старая из известных колод Таро европейских, да, это Висконти Сфорца. А там как раз вот такие акцепты и прослеживаются, да, то есть тиснение золотом это в традиции средневековой Италии, это, можно сказать, дань традиции, поэтому вот мне нравится еще и этот род такта, там символика вся по Уэйту. Если кому интересно, есть ссылочка, вернее, есть видео на моем канале отдельно по этой колоде. Там каждую карту я в экран показываю в камеру. Если кому-то интересно, можете посмотреть видео, оценить, нужна ли вам такая колода, будет ли вам интересно с ней работать. Вот, и, может быть, себе купите. Я очень советую и рекомендую. Лично мне нравится. Лучше ваших лекций по инету очень мало, очень понятно, приятно слушать, понимать. Спасибо за такую информацию. Пожалуйста, Алина, я надеюсь, что это кому-то полезно. Вот. Что по новостям? По новостям у нас ничего такого серьезного. Веду себе спокойно лекции, да. Две группы у нас идут полным ходом. Это утренняя и вечерняя группа. Понедельник, среда, пятница. Тем, кто не в курсе, сообщу, что я веду еще и лекции, да, две группы веду. Видео об этом тоже есть на канале, тоже можете поискать, если вам интересно, как ко мне попасть в группу по обучению, то звоните, пишите в WhatsApp, да, в описании есть номер, так что в очередь вас поставлю, если вам будет интересно. Но это уже скорее на осень. Вот, так как летние две группы у меня уже заняты. Хорошо. Собственно, давайте сегодня по справедливости. Есть ли она в нашем мире или ее нету? И какая же там разница все-таки с правосудием? На прошлой лекции мы этот аспект затрагивали, но, скажем так, в общем и целом. Сегодня постараемся развернуть его более глубоко, что ли, с пониманием того, как человек, который ощущает эту карту для себя самой важной, самой значимой, у кого там, допустим, я не знаю, асцендент в весах, да, либо что-нибудь в этом роде, расценивает движение по направлению к этой карте, для кого эта карта является важным ощущением в жизни, к которому нужно стремиться и которое нужно познавать. Вот. Почему я заговорил о разнице между справедливостью и правосудием? Дело в том, что в самом деле древние греки различали правосудие и различали справедливость. И правосудие у них было дочерью этого самого правосудия. Дело в том, что богиня, которая отвечала за справедливость,
Звали ее, у древних греков, ее звали, дай бог памяти, там такое имя еще, Астрея. Вот. Очень похожее на Атрея, да, это имя из прекрасной сказки. Может быть, вы помните, в 80-х годах был такой фильм «Сказка» немецкий «Бесконечная история». Я временами его вспоминаю, там очень красивые образы. И вот одного из героев звали Атрея, да, а вот тут Астрея. Астрея это у древних римлян, а вот у древних греков ее звали Дике. Дике или Дика, вот, в зависимости от местности, в зависимости от звучания. Вот примерно так она выглядела, это Дике, Астрея. Заметьте, что у нее в руках. У нее в руках вот те самые весы, да, которые мы, собственно, прикручиваем намертво к руке Фемиды. Да, и вот тут у нее эти весы тоже имеются. Согласно Гесиоду, Дике, как и иные оры, была дочерью Зевса и Титаниды Фемиды. И вот, собственно, Фемида, да, это некая высшая справедливость. То есть правосудие такое высшее, надчеловеческое, божественное. И Титанида, она более старшая, чем вот эта самая справедливость. То есть она является прародителем, да, матерью как бы вот этой самой справедливости. Тут очень важно заметить, что у древних греков понимание богов было очень интересным. Какие-то более объемлющие ощущения, факторы, например, хаос и порядок, да, у них были наиболее старшими. Если мы начинаем делить понятия все мельче и мельче и мельче, вычленяя какие-то отдельные нюансы, то рождается следующий бог, да, как бы часть вот того большего бога, появляется меньший бог, который ближе к земле, ближе к людям, понятнее людям и обозначает что-то более узкое понятие. Да? В частности, вот была богиня Диметра, это обожествление производительных сил природы, да, вот природа, которая рождает нам все эти богатства свои, зерно, мясо в виде животных, да, и прочее. Вот это богиня Диметра. А ее дочь Прозерпина, это уже богиня зерна. Именно зерна, отдельного зерна. И с ней были связаны вот эти мифы о погружении в землю, о похоронах этого зерна, и Прозерпину украл Аид в свое подземное царство. Вот это вот мы все помним, да? Ну и, собственно, более узкий, более специализированный бог отвечал за что-то более приближенное к людям, более понятное, более земное, такое скажем. Вот. И чем ближе бог жил к земле, да, тем более понятен он был людям. Так вот, та самая дочь Фемиды, отец был Зевс, мать Фемиды, да, Дике отвечала за правду, понимаемую как единый закон мира устройства. Единый закон мира устройства и тот, кто создает все эти законы, император всего этого, да, в этом плане, в плане мироустройства, это, конечно, Зевс. Вот. Есть еще намек на то, что это Гефест, который создавал земные законы, физические законы, да. Об этом у нас говорится в лекции по императору. А вот Зевс — это единый закон мироустройства всего, и земного, и божественного. То есть он как бы самый главный бог. И вот его дочь, которая родилась от союза с этой великой божественной справедливостью, да, с Фемидой, была справедливость такая, земная, Астрея или Дике. Что интересно, она наблюдала за соблюдением вот этой самой божественной справедливости, которой заведовала Фемида, на земле, в мире людей. Мира богов она не касалась. А вот Фемида, она властвовала и там, и там. И даже Зевс слушался Фемиду.
потому как она титанида, а титаны, они старше олимпийских богов, понимаете? Они более глобальные, скажем так. Зевс, он появился уже после того, как были титаны. Поэтому Зевс это более мелкое существо, которое для нас, однако, является отцом-прародителем, самым главным богом. Поэтому тут можно сказать, что Фемида и закон великой справедливости божественной, правосудия божественной, да, это скорее Фемида. А вот Дикая – это богиня человеческой справедливости, земной, понятной и видимой нам. Вот. И интересный аспект, что некогда Дикая жила на земле, но в медном веке, либо в железном веке, по разным сведениям, да, по разным летописям, она покинула людей и вознеслась на небо. Покинула почему? Потому что ей стало обидно, что люди стали жить так несправедливо, перестали уважать мнение друг друга, перестали считаться друг с другом, как-то так стали вести себя не так, как в Золотом веке. В Золотом веке люди вели себя более честно, более справедливо, прислушивались к мнению окружающих, скажем так, понимаете? Вот. Поэтому она обиделась и ушла на небо. Поэтому считается, что в мире людей справедливости нет. Есть только законы, которые люди прописывают сами себе, отталкиваясь вот от этой самой великой божественной справедливости, которая их покинула. Вот. Поэтому можно сказать, что все-таки на карте мы с вами видим Фемиду в ее аспекте таком земном. Да? С одной стороны это и Немезида, как карающая богиня, с другой стороны это как Фемида, либо Юстиция, да, если мы берем древних греков, древних римлян. Древние римляне, они были более уже такими цивилизованными, да, они пытались божественные законы воплотить на земле и как-то придавали всему этому делу такую уже меркантильную как бы сторону, да. Вот для них высший божественный закон стал законом уже таким мирским. Поэтому можно сказать, что те люди, которые говорят, что в нашем мире справедливости нет, и искать ее там бессмысленно, в чем-то они правы. В нашем мире есть правосудие. Правосудие по-человечески это те законы, которые нами написаны, собственно нами. Знаете, есть такой высший моральный закон, да? А есть закон бумажный, прописанный, юридический. Я думаю, что вы помните вот эти фразы по поводу того, что вам как? Вам по справедливости или по закону? Вот. И понимание закона это в первую очередь юстиция. Поэтому можно сказать, что в мире людей есть определенные порядки, как люди договариваются друг с другом. Вот за этим как раз и следит Фемида, некий высший божественный закон. Но для людей он незрим, пока вы не освобождаетесь вот от этих земных, скажем так, условностей. Когда вы покидаете этот мир земной и возноситесь к богам, как Дикая, да, вот тогда вы познаете всю божественную справедливость, божественное правосудие и проходите через, собственно, суд. Да, вот тот самый страшный суд, это намек на то, что вас при вознесении на небо обязательно встретит Дикая и обязательно спросит вас о справедливости. Справедливо ли вы себя вели по отношению к другим людям? Честны ли вы, безгрешны ли вы? Вот это, скажем, такой аналог, намек на высший суд, на страшный суд, если мы берем христианство, на суд, который происходил с древними египтянами после смерти, да, вот об этом мы тоже с вами говорили в предыдущих лекциях. Вот такие вот дела, поэтому тут можно сказать, что со справедливостью у нас в мире все очень так шатко. Вот, что у нас там? Скажите, пожалуйста, пару слов о старших арканов за 78 дверей, они точно такие же. Ну, посмотрите, сравните две колоды и поймете, они точно такие же или нет. 78 дверей это не полный клон Уэйта, поэтому я бы в классической традиции Таро я бы не стал работать с 78 дверями. Я вообще не сторонник таких красочных Таро, да. В первую очередь они должны содержать информацию, символы,
легко узнаваемы. Если их нужно еще дополнительно расшифровывать, это включает сознание. Сознание в картах Таро порой мешает сосредоточиться на вашем подсознательном ощущении, которое вы должны испытывать от этой карты Таро. Поэтому лишнее, скажем так, привнесение лишних дополнительных смыслов в изображение символики я считаю вредным. Оно можно, конечно, но вы для начала должны хорошо изучить карты Таро в классике. Очень похоже на то, как люди рисуют, да? Чтобы стать хорошим художником, вам обязательно нужно изучить классику. Вы должны понять, как устроено человеческое тело, чтобы рисовать людей в правильных пропорциях. Если вы действительно хотите хорошо рисовать, да, ну вот, допустим, как хотя бы те же самые великие художники, да, вы должны руки-ноги рисовать правильной длины. Для этого вы должны сначала изучить классику, академический рисунок, да, с построением тела, с построением пропорций, с золотым сечением, со светотенью, да, с теорией цвета. Только после того, как вы освоите классику, вы уже можете быть великим импровизатором и рисовать так, как вам нравится, отказываясь от всех законов классики. Но для начала, пожалуйста, изучите классику. Если вы думаете, что «Ой, я тоже так нарисовать могу», да? Попробуйте. Вот. Общее вроде бы есть. Ну, общее есть, да, это клон, но клон очень неточный. Я перерисовываю каждую карту, я художник с рождения. Но вам будет проще чуть-чуть изучить от того, что художники, они ближе к визуальным образам. Вообще карта Таро это очень такая тема визуальная, да? Поэтому художникам они очень хорошо заходят. Вот, ну давайте напомню, да, что у нас было на прошлой лекции. Мы там Уэйта чуть-чуть вспомнили про 7-й дом, что 7-й дом это отношения тет-а-тет, отношения с кем-то, взаимодействие с партнером, лицом к лицу это брак, условия брака, образ партнера, число браков, разводы и так далее, союзы, контракты, в общем, сотрудничество с другой стороной, да? Вот, и это все важно помнить. Тут же еще и способность к компромиссу, оппоненты, враги. То есть любая другая сторона расценивается как действие по 7-му дому, вот по той самой justice, юстиции, справедливости, правосудию. Я бы все-таки остановился на трактовке правосудия. Вот, потому как она ближе к понятию юстиции, ближе к понятию написанного, утвержденного, скажем так, людьми закона. Карты Таро чаще выпадают в раскладах на такие понятия, как брак, да, либо заключенный договор. По сути, брак это и есть обещание, которое один человек дает другому человеку в присутствии свидетелей. Да? То есть они как бы заключают устный договор. Если есть свидетели этого дела, то, соответственно, обе стороны должны соблюдать то, что они там пообещали. Сложнее, если там мужчина что-то пообещал женщине, будучи наедине, да, тогда уже только от его совести, от того, насколько близко он своим сознанием приобщился к Богу и понимает общие законы мироздания и понимает, что данное слово надо держать, вот только от этого зависит, выполнит ли он свое обещание, либо скажет, ну, мало ли, что я там раньше обещал, да. Поэтому люди часто говорят, ну ты же понимаешь, да, что правды в нашем мире нет, что справедливости нет, поэтому то, что тебе там пообещали, то, что есть на самом деле, это несколько разные вещи. И очень часто такая позиция в самом деле бывает более здравомыслящей. В картах Таро в раскладах Таро эта карта очень часто выпадает на любое взаимодействие с партнером. Ну, с партнером по жизни, по браку, да, муж, жена, супруги, вот все это. Однако часто эта карта говорит и о том, что брак заканчивается, приходит к какому-то логическому концу. В этом плане есть какая-то такая более банальное значение карты, да, то есть это, ну, вот суд, собственно, да, развод через суд.
это негативное назначение карты. В этом плане вы должны понимать, что справедливость, которая вам достанется, допустим, при разводе, да, либо при решении конфликта через суд, справедливость, которая вам достанется, она, скорее всего, будет прописана в бумагах, да, вот в том самом договоре, который вы заключили с этим человеком. Если это типичный договор, да, типа брачного, ну, условный брачный договор, то есть когда два человека сочетаются с законным браком, чаще всего это подразумевает, что у них там общее имущество, общие дети и прочее, прочее. И, соответственно, есть определенные нормы закона, которые при том же самом разводе нужно соблюдать. И тут уже не важно, муж вам заработал на дом, на машину и на все-все-все, что у вас есть, а вы только там сидели дома, да, и детей у вас не было, да, и вы ничего так особо не делали, и просто сидели, радовались жизни, да, вот, и мужчине это надоело, он с вами развелся, даже в этом случае вам по справедливости положена там какая-то половина имущества, если все это к вам пришло уже в течение вашего брака, да. Но если мужчина зарабатывал полностью на вас, но и записывал по бумагам все на вас, и вы являетесь единовластным там владельцем дома и прочее, прочее, вот, то к нему тогда может быть применено чуть-чуть не то условие, да, закон, суд может решить, что это ему не принадлежит, да, раз это на вас записано, значит вам и останется. Поэтому мы с вами видим, что справедливости нет. Есть буква закона. И вот justice, справедливость в этом плане, это просто буква закона. Поэтому на нашем земном уровне очень сложно найти некую божественную сущность, некое божественное, скажем так, вмешательство в то, что происходит. В этом плане, какой договор вы подписали, так вам и заплатят. Как работал, так и заработал. Да? Собственно, по закону или по справедливости. Вот когда говорят о справедливости, чаще всего говорят о какой-то высшей божественной. И она там в самом деле есть, о дике мы уже с вами сегодня говорили. Да? Если мы, допустим, возьмем, как древнегреческие философы относились к понятию справедливости, да? Например, в Милецкой школе ребята, которые были приверженцами на то время натурфилософии, да, то есть понимание каких-то земных законов, да, как вот оно все происходит у нас в природе, в естестве, в естествознании, скажем так, погружались, вот они называли именем Дике, то есть справедливости, всеобщий управляющий закон или ритм равновесия и возмездия. То есть там как бы все вместе. И равновесие, и возмездие, и всеобщий управляющий закон. То есть весь тот механизм, по которому все это дело работает. Вот. Причем один из тогдашних философов, Парменид, в своей поэме называет Дике той богиней, что мужа к знанию влечет повсеградно. Это намек на то, что у нас такой получается симбиоз сразу двух ощущений, да, и колеса фортуны, и справедливости, да, причем Дике, когда вознеслась на небо, да, к богам, ее стали считать созвездием Девы, то есть вот она тут у нас, да, вот тот самый закон всеобщего управления, как оно все работает. А вот весы от нее отделили и стали считать весы отдельным как бы созвездием. Поэтому мы с вами можем видеть разделение вот этой самой сущности на знание. А знание у нас это по Меркурию идет, да. Помните, что Меркурий, то есть тот самый Гермес, который отвечал за передачу информации, да, знания, это у нас 6-й дом, это Дева, ну такая вторая планета 6-го дома, вторая планета Девы. Вот. По этому примеру я вам могу проиллюстрировать, как карты Таро
натягиваются на астрологию, скажем так, с треском, да, чуть-чуть по швам они трещат, и туда немного, и сюда. Это очень похоже на то, как, знаете, вот есть у нас круглая Земля, и как-то нужно нарисовать карту всего мира. А карта, то есть лист бумаги, он же плоский, он двумерный. Как мы трехмерную Землю, шарик, да, сферу, нарисуем на плоской поверхности. Нужно как-то его рвать на куски, чуть-чуть растягивать, либо искажать саму форму рисунка, да, либо как-то резать на отдельные секторы и пытаться, как вот, знаете, вот такими секторами есть карта, да. То есть трехмерный мир в двухмерный перенести без искажения очень сложно. Это очень похоже на то, что происходит при совмещении астрологии и карт Таро. Я не могу сказать, что какая-то из дисциплин, что карты Таро, что астрология менее объемная, да? Скорее и то имеет свои пространства, свои измерения. Но при переносе, как при переводе, да, с одного языка на другой, часть смысла все-таки теряется, размывается, нужно находить аналогии, нужно как-то накладывать один листик на один, как-то вот натягивать эту самую несчастную сову на этот самый злосчастный глобус. Вот, поэтому мы с вами видим, как плавно переходит одно ощущение из карты в следующую карту, из одного дома в другой, от планеты к планете, но это же и позволяет нам прочувствовать, как меняются смыслы при переходе из одного глубинного понимания карты в другое глубинное понимание карт. Поэтому люди, которые стремятся жить по справедливости, да, осознать, где же у нас тут все-таки справедливость в этом самом мире присутствует, должны помнить, что когда вы рассматриваете карту Таро как цель, как смысл жизни, как познание вот того самого символа, который нам передает эта самая карта, да, если вам посчитали в какой-то школе Таро, да, луч миссии, вот, то есть, ну, грубо говоря, смысл жизни тот же самый. И сказали, вот ваш смысл жизни, ваш луч миссии, это вот эта самая справедливость. Вы должны понять, что эта карта захватывает кусок повешенного, захватывает кусок колеса фортуны, то есть является естественным продолжением колеса фортуны, которое в свою очередь является естественным продолжением отшельника, что вам нужно не в отрыве смотреть, что такое справедливость в нашей жизни, а понимать, что справедливость проистекает из понимания общих законов мироустройства, того самого колеса фортуны. Поэтому, если вам кажется, что можно вот так вот с кондачка понять, что такое справедливость, я бы вам советовал все-таки хорошо изучить все предыдущие арканы, потому что плавненько один аркан в другой переходит, и постепенно мы приходим с вами к справедливости. И постепенно полное понимание справедливости, да, либо правосудия у нас начинает окрашиваться оттенками повешенного человека. Повешенный человек у нас это, ну, скажем так, если одним словом, то это жертва. Причем никогда кто-то кого-то в жертву приносит, а вот та самая жертва, которую ты должен принести на пути к познанию чего-то там. Либо Бога, либо богатства, либо здоровья. Грубо говоря, на своем пути при переходе из одного мира в другой ты должен отдать что-то в плату. Вот. И если тот самый Один, да, который пожертвовал свой глаз, ну, по сути, заплатил своим глазом за толику мудрости, за глоток мудрости из источника у корней великого древа, да, то тут мы с вами уже потихонечку приходим к пониманию того, что если ты согласен на цену, то это не жертва, это покупка. А вот когда ты понимаешь, что жертва — это когда ты отдаешь больше, чем ты бы отдал по собственной воле, да, ты начинаешь понимать, что жертва — это когда ты отдаешь то, что ты бы не хотел отдавать.
Вот. Жертва — это когда отдаешь самое дорогое, самое ценное, что у тебя есть, вот, то есть себя. Именно поэтому Один принес в жертву себе же самого себя, да, то есть он сам взял свое копье и пригвоздил себя к Игдрасилю, чтобы познать тайну рун, чтобы управлять уже собственно миром. Тут у нас вот очень интересный переход к этой самой справедливости от Девы идет. Дело в том, что когда Один познал мудрость, да, он понял, как устроен мир. Вот то пришел к тому самому колесу фортуны, к механизму взаимодействия. А вот для того, чтобы понять, как управлять этим механизмом, да, то есть переход от понимания себя на высшую ступень зодиака, на понимание мира, понимание людей, и мы с вами по вот этому переходу от Девы к весам, от 6-го дома к 7-му дому, да, мы начинаем раскрываться, мы начинаем работать с людьми, мы раскрываемся наружу, да, если пол зодиака мы впитывали все в себя, вдыхали, да, то осознав справедливость и поняв, что ты работаешь с людьми, ты должен начинать им что-то отдавать, жертвовать им что-то, то, что ты не хочешь отдавать, самое ценное, самого себя, да. Вот это тебе дает управление своей ситуацией, управление миром. Мало понять, мало обрести мудрость. Нужно научиться этой мудростью пользоваться, менять мир так, как тебе нужно. Мудро, но действенно. И вот это действие, да, если мы с вами берем 6-й дом, это дом земной, пассивный. Ты в раздумье, в наблюдении должен понять, как оно все работает. Но если ты хочешь поменять, то по воздушному дому, по весам, по 7-му дому, да, ты должен начать взаимодействовать с этим миром. Вот, мало понять, нужно сделать еще, понимаете? Вот, поэтому мало-помалу мы изучаем законы взаимодействия. Поэтому justice, справедливость, это не законы мироздания, как в предыдущей карте. Это законы взаимодействия. В частности, с супругом, с клиентом, с партнером, то есть с другим человеком, с противоположной стороной. Поэтому по этой карте вам нужно учиться работать с людьми, взаимодействовать, договариваться, находить общую выгоду, находить консенсус. Понимаете? Вот высший смысл этой карты, высший смысл жизни по этой карте, да? Вот, как-то так. Повешен это же по мифологии Один, когда к нему пришли руны в тот момент. Да, собственно, да, об этом и речь. Ну, об Одине мы еще попозже, в повешенном поговорим, но это будет на следующей неделе. Ну вот, так что да, вы все верно поняли. Если эта карта выпадает в раскладе на отношения, которые еще не связаны браком? Очень просто. Эта карта выпадает на отношения, которые должны стать сбалансированными. Да? То есть, если отношений нет, то этой карты не будет. Да? Есть только воздействие одной стороны, либо воздействие другой стороны. А когда вы пытаетесь взаимодействовать, вот тогда это уже понимание справедливости. Да? Неважно, есть у вас брак, либо нет. Конечно, карта чаще всего значит брак со штампиком в паспорте, да? Но устный договор — это тоже договор, понимаете? То, что вы пообещали, вы должны выполнить. Если вы живете с мужчиной 5 лет в одной квартире, вы уже что-то ему пообещали, да, он что-то вам пообещал. Сама ситуация склоняет вас к тому, чтобы вы сдерживали данное обещание, даже если вы обещали друг другу что-то молча. Находясь в какой-то ситуации, вы понимаете, как в такой ситуации ведет себя мужчина, как ведет себя женщина, да? Ну, грубо говоря, если мужчина вас вовлекает в некую ситуацию, говорит: давай поднимемся к тебе, выпьем чашечку кофе. Да? Если вы не понимаете колесо фортуны, если вы не понимаете, как это работает, что это за ситуация, к чему она вас может перекрутить, да, то, конечно, вы можете решить, что мужчина в самом деле кофе хочет. Да? И тогда, когда он вдруг начнет к вам приставать,
вместо этой чашечки кофе, вы будете чувствовать себя обиженной, несправедливо обиженной. Почему? Потому что вы не поняли колеса фортуны, вы не поняли той ситуации, тех механизмов, которые раскручиваются в данный момент. Вы не поняли той, грубо говоря, мясорубки характеров, в которой вы оказались на тот момент. Но если вы поняли, что к чему, если вы достаточно опытный отшельник, вот, и поняли, что он зовет вас на кофе не просто так, а с определенной целью, и вот эта цель начала проявляться, тогда вы будете чувствовать справедливость. Ага, ну понятно. Как работал, так и заработал. А на что ж ты, милая моя, рассчитывала? Что он в самом деле кофе хочет? Нет. То есть это поступок и следствие. Причина и следствие. Понятно? Вот. Это логичность, это справедливость. Вот. Это отношение двух людей, которые в какой-то ситуации будут вести себя так, как им положено. Если мужчина и женщина живут в одной квартире 5 лет, спят в одной постели, тем более, если там у них уже даже дети завелись, да, то это значит, что, ну, это муж и жена. И вообще, как бы по справедливости, по высшей, это муж и жена, потому что они ведут себя как муж и жена от того, что они понимают, что, оказавшись в такой ситуации, ты как бы молча даешь человеку обещание вести себя так же, как люди себя обычно ведут в такой ситуации, по колесу фортуны. Вот. Логично было бы, конечно, все это закрепить и со стороны общества, еще и штампиком в паспорте, но если вам лично это не нужно, тогда окей, тогда хорошо, тогда у вас есть своя личная справедливость, которая действует в паре. В любом случае, справедливость, либо правосудие, да, justice, это взаимодействие двух сторон. Когда вы живете одиноко, вы овен, да, в этом плане. Вы маг. Вы сами можете делать все, что вам хочется. Вам что-то хочется, вы взяли и сделали. Вам захотелось в 2 часа ночи мороженого. Вы пошли на кухню, включили свет, врубили телек, взяли ведро мороженого, сидите, смотрите какое-нибудь там кино и кушаете мороженое. Маг захотел, маг тут же сделал. Да? Но когда вы живете с кем-то, вы должны учитывать желания других людей. Вы понимаете, что на любое ваше действие по одной чашке весов будет взаимодействие по другой чашке весов. Реакция вашего партнера. То есть, если вы пойдете, включите свет, будете громко чавкать этим мороженым и подпевать телевизору, муж проснется, придет и скажет: ну-ка, подвинься, я тоже хочу мороженого. И съест половину вашего мороженого. Ну, это как бы в хорошем варианте, да? В плохом он скажет, что сдурел, у тебя и так там 5 лишних килограммов. Какое мороженое в 2 часа ночи, завтра на работу? Вы как семейный психолог. Ну, как бы 95% моей работы это разбор конфликтных ситуаций между мужчиной и женщиной. Я не то чтобы семейный психолог, я скорее отношенческий психолог, да? Вот. Но, честно говоря, у меня нет психологического образования, поэтому я психологом называться никак не могу. У меня есть богатый опыт таролога, поэтому я называюсь таролог. Вот как-то так. Справедливо, да? Если бы я звался психологом, это было бы несправедливо. Вот. Потому что я понимаю законы человеческих формулировок, да? Если ты слышишь, что вот человек представляется психологом, соответственно, ты уже знаешь, что это так работает. Человек идет в вуз, заканчивает там 5 лет учебы, получает диплом, имеет какую-то практику и прочее, помогает людям, вот поэтому он психолог. Вот. А если он просто 10 лет там карты Таро, туда-сюда, да, но какой же он психолог, да? Он таролог. Поэтому как бы я вполне справедливо себя психологом не считаю. Для меня это нормально. Понимаете? Вот, это тоже justice, тоже справедливость. Не вешать на свою чашку весов лишнего, иначе тебе придется нести лишнюю ответственность. И если ты не можешь нести эту ответственность,
то твоя чашка весов перевесит и будет плохо, будет дисбаланс. Вот, если я буду называть себя психологом, да, не зная законов устройства человеческого общества, да, я не буду в курсе, что, оказывается, психологам выдают какие-то бумажки. Какая-то бумажка называется диплом о высшем образовании. Вот. И тогда, если какой-нибудь особо дотошный клиент придет ко мне и скажет: вот вы психолог? Я такой: да, я психолог, присаживайтесь. Он скажет: а где ваш диплом? У нормального психолога диплом висит в красивой рамочке на стенке и с красными стрелочками. Вот смотрите, я психолог. Да? Вот. И если я скажу, что ой, а у меня нету, он скажет: ну какой же ты психолог? Отдавай деньги назад. Уйдет и еще будет всем знакомым рассказывать, что я обманщик, а не психолог. С его точки зрения это будет справедливо. С моей точки зрения, если я не понимаю законов общества, да, вот этого колеса фортуны, для меня это будет несправедливо. Как так? Ну, психологи же помогают людям разбираться с проблемами. Я же тоже психолог. Я тоже умею, да? Вот значит, что я дурак и не понимаю очевидного. Поэтому мне это кажется несправедливым. Но с точки зрения человеческого общества все вполне справедливо. Как работал, так и заработал. Учился 5 лет, сдал экзамены комиссии, получил бумажку со штампиком, все. Ты психолог, либо там стоматолог, да, или кто там, кто угодно. Но ведь это опыт, не особо нужна бумажка ведь. Вот смотрите, бумажка нужна, если эта бумажка является важным ключевым звеном вот в этом колесе фортуны, в устройстве. Да? Людям с дипломами платят больше денег. Вот и все. Если вы хотите больше денег, вам нужен диплом, нужна бумажка. Вот. Вы, конечно, можете чем-то жертвовать, например, спокойствием, и можете рисковать и говорить, врать всем, что не, я психолог, честно-честно. Да? Но если все-таки дотошный клиент спросит: ну как так, а где бумажка? То, соответственно, ваш рейтинг может рухнуть, ваш имидж может рухнуть полностью. Вот, потому что заслужить доверие людей, ну, как бы сложно, годами, да. А вот потерять это доверие можно очень легко, и заработать опять нужно будет очень-очень много времени. Поэтому как бы все логично, все вполне справедливо. Бумажка тоже нужна. Если бы бумажка была не нужна, за нее бы 5 лет на университетской скамье бы не сидели. С другой стороны, это важный камушек на ваших весах. Если какой-то человек будет с вами спорить, это очень весомый аргумент. Если, к примеру, я по первой вышке филолог и знаком как-то с мифологией, да, если мне кто-то там что-то будет спорить со мной, я скажу: простите, я вот филолог дипломированный, на секундочку, и я знаю, что вот этот бог, это вот он то делал, да, по мифам, вот, а эта богиня, она делала вот это, тоже по мифологии. И вот моя эта бумажка, да, которая не всегда нужна, перевесит любые фырканья моего оппонента, понимаете? От того, что я знаю, о чем я говорю, бумажка — это подтверждение моего 5-летнего опыта обучения в официально признанной организации, в официально признанной школе, понимаете? Поэтому все вполне справедливо. Справедливость проистекает из устройства. Вот. Кто ляжет на операцию к хирургу, у которого нет бумажки? Вот совершенно верно, понимаете? И рисковать не хочется никому. Потому что тут в этом случае на весах у вас лежит очень, серьезная штука. Здоровье, да? Вдруг он вам не ту почку вырежет. Да? Добрый вечер. Если по карте справедливости человек с неуравновешенной психикой будет творить зло, то это тоже будет справедливость? С его точки зрения, да. Потому как у неуравновешенной психики, у него свое видение справедливости, свое видение колеса фортуны. У него свое мироустройство. Для него тоже все будет логично. Понимаете? Вот тут мы с вами очень легко и быстро
поняли, что такое справедливость с точки зрения земной, ну скажем так, с точки зрения людей. Нет этой справедливости, потому что каждый человек эту справедливость оценивает по-своему, со своей точки зрения. Если у человека психика неуравновешенная, то он живет в каком-то воображаемом мире с воображаемыми ему лично законами. И эта справедливость только для него справедливость. И когда его вдруг схватят и посадят в тюрьму за его несправедливое с точки зрения других людей действия, ему будет казаться, что с ним поступили несправедливо. Ему же Бог сказал, убивай всех там, я не знаю, рыжих, допустим, да? Для него справедливо. А для всех других людей нормальных, да, им будет казаться, что ты что, чувак, с ума сошел? Кто так делает? Так не делает никто. Людей убивать плохо. За это как бы сажают в тюрьма и секирбашка делают. Поэтому в человеческом мире справедливости нет. Справедливость — это условность, которая основывается на устройстве того общества, в котором эта справедливость вращается. Понимаете? Это глубоко человеческая такая штука. Божественная справедливость, истина, она там, сверху, она улетела от нас вместе с этими весами. Вот такие дела. Здравствуйте всем, рада, что попала на онлайн. Благодарность Роману за лекции, слушаю, учусь. Спасибо за похвалу. Спасибо. Вот. Как и я, как художник, который не обучался нигде, просто по предкам и продаются, и мне нравится, но никто не просит образования, но опыта с 5 лет моей жизни, то есть малого детства, но на выставке без бумажки. Я никто без бумажки на выставке. Да, это как союз писателей, да? Что-то в этом роде, да? Вроде бы как бы пишешь хорошо, но если у тебя нет образования, да, либо там что-то такого, то ты как бы такой чуть-чуть ниже рангом. Вот, поэтому равно с тобой, сбалансированно по весам никто работать не будет, если ты хуже других. Опыт — это опыт, да, но опыт-то вы приобрели, может быть, по тельцу, да. Много-много рисовали, да, и у вас наработался опыт просто, да. Но если вы понимаете законы общества, эти законы требуют бумажку. Без бумажки я букашка, да, а с бумажкой человек. Вот такая вот у нас справедливость. Поэтому есть она, нет в этом мире, сами решайте. Какая-то есть такая вот. Ну, для всех людей это справедливо. Потому что в самом деле, смотрите, одно дело, что вы... давайте разберем художника без образования, да? Вы художник глубоко интуитивный, опытный, вы хорошо рисуете, да, у вас красиво, вы продаете здорово, отлично, классно, зарабатываете деньги, все нормально. Но настоящие художники с вами общаться будут с неудовольствием. Почему? Потому что если вы не изучали классиков, если вы не знакомы с теорией искусства, да, если вы не знакомы с историей всего этого дела, да, кто такой Тициан, чем хорош там, я не знаю, да Винчи, Микеланджело, кто угодно, да, ну вот берите любого великого художника, если вы не понимаете, в чем величие идеи Казимира Малевича с его черным квадратом, да, если вы не понимаете, в чем прикол Дали, хотя и рисовать можете также, да, но тем не менее, настоящему художнику, который все это знает, все это чувствует, видит корни, откуда растут, и понимает, как это устроено, головой понимает, неопытным подсознательным ощущением красоты и некрасоты, да, вот, гармонии этой. Гармонию каждый человек чувствует, да, но понять ее головой нужно учиться в самом деле. Нужно видеть, как эта гармония с помощью разных способов у разных великих художников овеществлялась по-разному. Тогда вот эти художники из Союза художников будут с вами разговаривать, им с вами будет интересно, потому что любому человеку интересно с единомышленником пообщаться. А просто прийти и посмотреть на ваши картины, даже если они великолепны, ну да, здорово. Самородок такой гений, да, который сам не понимает, что он рисует.
Вот это для вас будет обидно и будет казаться несправедливым, а для них вполне логичным, потому что есть художник, а есть самородок. Самородок может быть уважаемым, но это чуть-чуть не то, что осознанный художник, понимаете? Вот такие дела. Я классику понимаю, и это для меня несправедливо. Ну, для вас несправедливо, а для художников справедливо, понимаете? Они отдали по 5, кто по 10 лет учебы, да, они знают там нюансы. Ну вот, а вы их просто чувствуете. Вы их просто чувствуете, но знаете, как это... Вот про студентов часто говорят, я про себя очень часто эту фразу говорю, да? Глаза, как у доброй собаки, все понимает, а сказать ничего не может. Вот. Вот такие дела. Роман, художница Памела Смит. Памела Колман Смит, вы имеете в виду, могла внести свой смысл в карты Таро. Вы мало о ней рассказываете. Про нее есть книга, где описывается, где она брала свои образы для карт. Ну, давайте так. Они работали вместе с Уэйтом. Уэйт ей давал вектор, давал направление, объяснял, что нужно рисовать. Как рисовать, это уже она рисовала, да? Но она рисовала именно то, что он ей говорил. Поэтому, как художник, она... Ну, кстати, она и как художник-то, ну, так себе, да? Вот. Чем хороши ее изображения, да? Это не, скажем так, не высшее искусство, конечно. Это не произведение искусства, да? Это символика. Но она правильно прорисована, все нужные символы даны там, где нужно, да, то есть это, ну так скажем, карты-то рисовались не для красоты, не для изящества, а для работы, то есть это грубый функционал, так скажем, вот. Поэтому, ну, как художник, мне Памела Колман Смит не очень интересна, мне интересны сами символы. Мне, честно говоря, и Уэйт-то не особо интересен. Интересен он только там, когда возникает необходимость понять, почему он, допустим, переставил 11-й старший аркан с 8-м старшим арканом. Да? Потому что он там рос в христианской семье, там и прочее, прочее. Вот его биография мне интересна сугубо в разрезе понимания карт Таро. Все. Как сам человек, его автобиография, его творческий сложный путь, если это не помогает в понимании карт Таро, то мне это не очень интересно. Понимаете? Вот. Ну, извините, если кого-то разочаровал. Я думаю, дело не только в опыте, есть еще этапы, которые специалист должен пройти на этапе становления специалистом. На самом-то деле, каждый этап, как бы, человек может пройти интуитивно, просто если повезет, да, как-нибудь. Тот же самый есть этап этих самых эскизов, да, у кого-то это есть врожденное чувство, да, то есть какой-то художник может работать без эскизов совсем, у него в голове как-то вот это все прорабатывается само, и он рисует себе эскиз в голове, и рисует сразу набело, допустим, да, и при всем этом у него может быть диплом, а может диплома и не быть, да, и если это просто врожденное, да, ну, грубо говоря, случайное, если уж так взять, да, если, ну, с точки зрения людей, то это случайное, врожденное умение просто вот в голове, вот, то другим людям это может казаться несправедливым. Ну, конечно, он там в голове рисовать умеет, там, это самое все, да, конечно, ему просто, а вот нам приходится сложнее, нам надо рисовать эскиз сначала и прочее, прочее. Ну, люди-то разные, условия развития у всех разные, история у всех разная, поэтому, ну, где-то справедливо, где-то нет, но по сути высшая справедливость понимается только там, где вы понимаете весь путь человека, да? Сделать свой вывод о той мысли, которую человек хотел подать, допустим, в произведении, в художественном фильме, да, допустим, вы можете только после просмотра всего фильма. Только после этого вы можете сделать вывод о смысле, который хотел вам передать режиссер.
посмотрев полфильма, вы можете сделать вывод только о том, как снят был фильм, да, там бездарно, допустим, свет плохо поставлен, звук ужасный, актеры играют отвратительно, вот, поэтому о качестве фильма вы можете сделать вывод после просмотра половины фильма, да, но бывает часто так, что в конце фильма, да, вдруг выясняется, что все это было не зря, все это было специально, да, что это такой художественный прием, да, знаете, вот есть же фильмы, которые снимают в таком жанре, который, я не помню, как это называется, честно говоря, якобы на ВХС-камеру, на ручную, любительское видео такое, да, типа «Ведьма из Блэр», да, вот первый фильм в этом плане, в этом стиле. Там ты смотришь весь фильм, у тебя ощущение, что ты просто смотришь чью-то любительскую видеозапись. И как бы, ну, оно, конечно, само собой понятно, да, но если ты не в курсе этого, то ты можешь сказать, что как-то плохо снятое кино какое-то, да. Вот, по сути, это хорошо снятое кино. Но вот для этого нужно знать, нужно понимать, нужно чувствовать. Вот. Поэтому нужно сначала все пройти, все посмотреть, понять только после того, как у вас происходит некое озарение при освобождении от условностей, да, когда вы по солнцу просто делаете то, что вам нравится, да, без всяких условностей, шаблонов, и освобождаетесь вот от этих шаблонов, да, от человеческих этих законов, которые для вас являются какими-то тесными рамками, да, тогда для вас все становится гармоничным и понятным, все становится на свои места, и вы смиряетесь со всем этим, вы познаете мир. Вот тогда вы познаете высшую справедливость, вы понимаете, почему оно так, вы чувствуете эту справедливость, просто потому что находитесь в ней. Вот. А та справедливость, которая напротив, да, вот в самом низу, да, это то, до чего человек может только головой додуматься, понять, сообразить. Это такой земной аналог высшей справедливости. Поэтому, да, без бумажки ты букашка, но если в этом механизме взаимодействия людей эта бумажка нужна, то никуда не денешься. Нужно будет эту бумажку делать. Как у Алистера Кроули выглядит справедливость? Я не помню. Я не любитель Кроули. Вот. Колода у него... Мне визуально не нравится Кроули. Да, стиль самой колоды. Я прекрасно понимаю, что это великолепная колода, что это очень крутая колода Таро. Таро Тота, да. Но я не могу с ней работать. Просто, во-первых, от того, что визуал мне как-то не очень. Да. Вот, это какой-то там поздний арт-деко такой, там, 30-е, 40-е года, плюс сама манера рисования, да, не очень. Вот, поэтому я этой колодой особо и не интересовался, поэтому я и не помню, как там справедливость у этого самого. Я только помню, что она на 8-м месте стоит, меняется местами с силой. Вот как сила выглядит, я помню, потому что я ее в пример там где-то на лекциях приводил, и там интересная. А у Монары какая справедливость? Ну, загуглите, там все есть. Вот, я сейчас искать вам ее, ну, зачем? Монара это Монара. Монара, дело в том, что колода не по вейту. В ней есть много интересного, да, но это скорее колода из современных, из новых, которая связана скорее с астрологией. Вот. Поэтому там, ну, опять же, там разные стоят циферки, да. Вот, тоже 8 и 11 тоже разница есть, как и у Кроули, как и у Уэйта. Вот. Но Монара создавалась-то уже на секундочку где-то вот в 2000-х, в 90-х, в 2000-х где-то. Я уж и не помню толком. Вот. Но надо сказать, что Монару делали люди умные, знающие свое дело, понимающие в Таро, много понимающие в Таро. Вообще это как бы хозяева
самой известной в европейской полиграфии по картам Таро, да, самого известного издательства карт Таро. Лос Карабео и итальянцы. У Хана, по-моему, даже есть интервью вот с издателями, собственно, да, он очень этим гордится, очень рад, что вот ему довелось пообщаться вот с авторами Монары. Вот, поэтому, ну, я его могу понять, там колода очень крутая. Вот такие дела, пироги, собственно. Как сегодня мало, наверное, высшей философии, просто потому, что вот эти две карты, да, они такие самые приземленные, да, и если закапываться в эту философию, то она очень такая абстрактная получается. От того, что, ну, там особо прощупывать-то и нечего, потому что справедливость — это справедливость, да, это либо справедливо, либо нет. То есть вам-то кажется, что справедливо, а всем другим нет. Это, в первую очередь, это взаимодействие. Нужно учиться по этой карте взаимодействовать. Понимать, что ты должен делать, что ты можешь делать, да, что ты можешь сделать для других людей. Как взаимодействовать с другими людьми. По этой карте нужно учиться взаимодействовать. Учиться обещать. Учиться выполнять свои обещания, просто потому, что если ты будешь это игнорировать, да, если кто-то там вам высчитал, да, что ваш луч миссии — это справедливость, да, вот justice, правосудие, вот, и вы не хотите при этом понимать других людей, вы не хотите, ну, как сказать, выполнять свои обещания, да, эта карта вас очень быстро научит, как люди получают возмездие. Да, то есть либо на вас в суд подадут, либо еще что-нибудь, либо просто жизнь как-то накажет, но каким-то образом таким другим. Поэтому по этой карте лучше, конечно, учиться давать обещания, грамотно давать обещания, формулировать то, что ты хочешь, формулировать запрос от партнера, да, ну и, соответственно, учиться выполнять эти самые свои обещания, потому как их дают именно ради того, чтобы их выполнить, а не просто ради того, чтобы получить что-то взамен. Вот такие дела, пироги. Как-то так. На следующей лекции мы с вами поговорим о том, чем приходится жертвовать ради того, чтобы достичь того, что тебе нужно. Интересно, почему вы работаете с женской колодой Монары, а с мужскими Казанова, Декамерон не работаете? Потому что мужские колоды Казанова и Декамерон — это, скажем так, ну, это ерунда полная. Там шлак и мусор. Это, ну, в лучшем случае они тянут на оракула, вот, а в худшем это просто порнография. Вот. Монара — это колода, которая, как это сказать, Монара — это колода, в которой авторы попытались иллюстрировать какие-то астрологические понятия, которые связаны с отношениями мужчины и женщины. А Декамерон и Казанова — это, скажем так, визуал. Визуал, который вообще мало имеет общего с основным глубинным значением карты. Вот, как художник понял, так и ляпнул. И причем там очень много пошлости и очень мало смысла в этих картах. Если произвести впечатление на клиента от того, что там в разных позах люди сношаются, то, конечно, да, нужно брать Казанову и Декамерон. Вот. Но по сути это, просто пошло, понимаете. Монара при той же специфике, да, там тоже есть и, грубо говоря, как это, сиськи-письки, да, и процессы эти все, но это все показано с глубоким смыслом, а не просто так. Вот. Это сложно понять, пока вы не прощупаете, что такое карты Таро на самом деле, что в каждой карте есть некий глубинный смысл, а не просто какой-то рисуночек. По глубинному смыслу вы понимаете, что justice — это те обещания, которые вы даете людям, это взаимодействие с другими людьми, это партнерство.
того, что по противоположным картам, допустим, по магу и по высшей жрице, это то, что ваше личное. А вот то, что в 7 доме по справедливости и по повешенному, это то, что вы отдаете от себя. Это противоположность. Это то, что вы и отдаете, и берете, взаимодействуете с кем-то. В 1 доме вы, в 7 доме, грубо говоря, противоположность. Ваш партнер, окружающая среда. Вот. Поэтому Justice — это справедливость более глубокая, более интимная, скажем так. Это взаимодействие. Хотя плоское, банальное звучание карты — это просто судебные дела, бюрократия, да, штампик в паспорте, законный брак. И то только потому, что там штампик в паспорте, поэтому брак законный. Вот, это уровень Казановы и Декамерона. А вот уровень Монары — это понимание, что Justice — это еще и взаимодействие. И законный брак, он именно потому, что учитывается предыдущая карта, следующая карта, да, то есть карты Таро — это система. В Монаре система есть. В Декамероне и в Казанове, ну, это просто картинки, которые сделаны, чтобы денег заработать. Там нет системы. Вот. Очень-очень редко в каких-то новых колодах есть какая-то система. Хорошо, если это клоны Уэйта, либо клоны Кроули, да? Либо там клоны каких-то исторических колод. Тогда там система есть просто по умолчанию. Система от тех, кто являлся вообще автором самой идеи Таро. Понимаете? А вот те, кто просто рисуют Декамерон и Казанову, ну, они просто не понимают сути Таро. Это, как знаете, есть такая штука, называется культура карго. То есть где-то там в Танзании или где, на каких-то отдаленных островах во Вторую мировую войну прилетали летчики из Англии, из Штатов, да, устроили там себе перевалочную базу с аэродромом для военных самолетов. Ну и местные жители, какие-то туземцы, да, для них эти самолеты, эти люди, которые выходят из самолетов, дарят им какие-то бусы, шоколадки и прочие полезные товары, да, просто так, ну просто чтобы не ругаться. Для них эти люди были богами. Самолеты эти тоже были богами. Вот. И когда война кончилась, эти самолеты улетели, то эти туземцы, чтобы призвать этих богов, начали делать соломенные и из веток, ну, грубо говоря, из говна и палок вот эти самолеты. Фанерные такие, да, имитации этих самолетов, думая, что таким образом они сейчас призовут к себе вот этих богов, да. И получается, что Монара — это как бы самолет другого типа. Уэйт — это самолет. Кроули — это самолет. А Декамерон и Казанова — это фанерный самолет, который стоит у туземцев из говна и палок и повторяет просто форму. Функционала он не несет, понимаете? Поэтому я не работаю ни Казановой, ни Декамероном. Я и Монарой-то, в принципе, редко работаю, хотя знаю ее хорошо. Вот такие дела. Как-то так. Как-то так. Я вот слушаю вас по разным темам и удивляюсь, как откликаются ваши слова. Ну, спасибо, но это как бы прописные истины. Это то, что очевидно. Я не какие-то там великие идеи выдумал и двигаю, и они всем нравятся. Я просто озвучиваю то, что есть в свободном доступе, то, что как бы любой уважающий себя хороший таролог должен знать, понимать и пользоваться. Вот. Вот и все. Так-то большинство, к сожалению, думает, что карты Таро — это все, на чем написано Таро. Вот. А вы знаете, что на заборе тоже пишут. Поэтому так как-то. Такие дела. Сегодня, да, вот такая злая чуть-чуть лекция у меня может быть. Но это просто потому, что справедливость — это еще и понимание равенства и неравенства, да. Что в наше время вообще люди там как-то так пытаются
требуют равенства, не заслуживая этого, да. Это все равно, что брать какой-то рисунок кривой, да, и говорить, что вот у меня произведение искусства, потому что я тоже рисовал. Вот. Либо как взять то же самое Декамерона или Казанову и говорить, что это тоже Таро, хотя там никакой системы нет. Вот. Для тех, кто не видит, для них это несправедливо, потому что ну как же, и тут Таро, и тут Таро. А для тех, кто систему понимает, для них пренебрежительное отношение и к Декамерону, и к Казанове, да, это, ну, справедливо, нормально, да. Если это крякает как утка, ходит как утка и выглядит как утка, то это, соответственно, утка. Да? Все окей, пан Роман. Ну, окей, так окей, хорошо. Добренько. Будем на сегодня заканчивать. Вот, пораньше немножко закончим, просто потому что сегодня у меня поздняя консультация будет, и нужно мне будет чуть передохнуть, вот, чтобы не хрипеть на клиента уставшими голосовыми связками. Вот, так что увидимся с вами Сегодня у нас что? Четверг, да? Увидимся с вами во вторник. Напомню, что у нас по вторникам и по четвергам открытые лекции, вот, как там с вас лайки, комментарии и вот это вот все, можете там с друзьями своими моими видео делиться, ну вот, спасибо вам всем за внимание, за понимание, да, и вообще. Спасибо, что приходите, спасибо, что смотрите, мне это как-то помогает вот выговориться, да. Интересно все-таки пообщаться с людьми, которые как-то в чем-то разделяют твои взгляды, и кому тоже интересно то, что интересно тебе, и это здорово. Всегда общение с единомышленниками это вдохновляет и как-то приободряет. Собственно, за этим я эти видео и делаю, чтобы делиться информацией, да, чтобы вам тоже было интересно. Таким образом, я как-то чувствую, что я тоже что-то не зря тут делаю, да, не просто так воздух сотрясаю. Добренько, девушки, значит, увидимся с учениками, с ученицами на практике, да, на практических лекциях. Рад, что вы тоже заходите, смотрите. Вот, ну и всем хороших выходных, всем до вторника, всем пока.